Братишки и сестренки, друзья и зрители моего канала. Продолжаем рубрику с нуля до према за 24 игровых часа, в которых мы с вами тестируем различные активности и их прибыльность. Конечно же, с возможностью заработать на наш первый прем, а также посмотрим, сколько уйдет времени для реального заработка в них. Для покупки первого према. Для вашего удобства сделаны тайм-коды. Сама рыбалка довольно спокойное и ненапряжное занятие, коим можно спокойно заниматься под просмотр фильма или сериала. Конечно, если вы не рыбачите в черных и красных землях. Доход от нее нарастающий. Чем выше у нас тир рыболовного сета, ношение и мастерка, а также, возможно, авалонская удочка и зачар используемого пирога, тем больше рыбки за раз мы будем вытаскивать, а возможен и улов в виде рун, предметов роскоши и оружия. Однако, главную роль играет наличие премиума. Возможен и свой максимальный лимит в 5 рыб за раз. Всем позитивного времени суток, вы на канале EvilFluff, и мы начинаем. Прежде чем приступать к заработку и тесту, после всех изменений с рыбалкой в желтых землях, давайте подробно рассмотрим и познакомимся с ней. В дальнейшем выйдет отдельный полноценный гайд на рыбалку в черных землях, конечно же, с тестом в рамках рубрики. Но тут начнем с азов, что нам будут необходимы. Рыбалка выгодно отличается от других профессий как стартовыми условиями, так и возможностью скоростной прокачки за счет поедания нашего улова. Из минусов – низкая прибыльность на старте по отношению к другим собирательским профессиям, из-за того, что ловим по одной рыбке. Дополнительно можно ускорить прокачку. Что я рекомендую делать? Это использовать очки обучения, что мы будем получать за выполнение заданий из журнала Альбиона, откуда щедро сыплят книги обучения и закрытие ежедневной активности, которая будет нам приносить по 10 очков обучения, ну и Т4 книгу славы на 10 тысяч. Ветка рыбалки имеет всего 2 точки прокачки, одну мастерку и одно ношение. Хоть славы нужно больше для их прокачки, но все равно в разы меньше по отношению к другим собирательским профессиям, благодаря чему и прокачивается быстрее. Нас интересует выкачать ношение до 30 уровня как можно быстрее. Мы получим возможность зарабатывать и носить сет Т6. Конечно же, мы сразу покупаем журналы рыбака 7 и 8 тира, которые увеличат наш заработок в разы. Журналы рыбака выгодно отличаются от всех прочих журналов собирателей тем, что мы заполняем такой журнал всей выловленной рыбой. Неважно, какого она будет тира, 2, 6 или 8. Также нам потребуется наживка, что увеличит скорость поклевки, и пирог 7 тира и выше, что увеличит наш улов. Просто для сведения, можно еще использовать зелья собирателя, но они слишком невыгодны в нынешних реалиях, стоят дорого, а бонус к улову кратковременный. На высоких уровнях рыбалки и вовсе бесполезен для нас. Не забываем о прерывании анимации рыбной ловли. На мобильных это нажатие на крючок, либо движение в сторону. На ПК это либо ПКМ, правая кнопка мыши, либо английская клавиша S, что останавливает все действия персонажа. Таким образом, мы будем экономить по 2 секунды между забросами. Как всегда, с уже знакомого большинству игроков песчаного пляжа, с которого мы и начинаем свой нелегкий путь, я не буду заострять внимание на нем. Делаем все как всегда, стараясь максимально ускорить прохождение стартовой цепочки квестов, которые, к слову, только на старте и будут нам выдаваться для знакомства с игрой и ее механиками. Но перед тем, как отправляться в крепости еретиков, я стараюсь всегда закупать осликов, ведь на стартовом острове они стоят по 3 серебрушки, а на континенте от 3000 серебра за штуку, что довольно выгодно и очень поможет нам в создании стартового капитала и наших первых шагах в Альбионе. Пишите в комментариях, если в дальнейших выпусках с нуля до према нужно будет показывать старт на берегу и прохождение обучающего острова. На данный момент не хочу тратить на это время ролика. Потратив 1 час и 23 минуты, я добрался до Мартлока. Для разнообразия чередую города Королевского континента. У меня открытый сет Т4 благодаря книгам журнала и пройденным экспедициям для новичков. Стартовый капитал в размере 88 тысяч и 59 единиц. Получаю оставшиеся награды журнала и продаю их на рынке, увеличив капитал до 110 тысяч серебра. Покупаю удочку 3 тира, не забываю о журналах и отправляюсь целенаправленно качать рыбалку. Выполняя нехитрые действия в желтых землях, ловим рыбу. Удочка, как и любой другой собирательский инструмент, позволяет нам ловить рыбу своего тира и на +1 выше. А поскольку зачара у нашего улова в виде рыбы нету, то и 6 тир наша мека для ловли в желтых землях Королевского континента и желтой мглы. Максимальный уровень мглы 7 тир, а значит и самый высокий тир рыбы, что мы сможем выловить в желтой мгле, будет 7. Недостаток ловли на низкотировый инструмент в том, что если на инструменте нам сразу пишет, что не можем собрать ресурс, то на рыбалке мы можем потратить время на ожидание поклевки, а уведомление получим о том, что у нас неподходящий инструмент для ловли лишь после подсечки. Проведя какое-то время в желтых землях, мы, благодаря использованию очков обучения, достигаем 1 уровня ношения и возвращаемся в город для закупа удочки из сета рыбака 4 тира, с последующей продажей сета 4 тира, что был на нас.
Многие могут резонно заметить, что мы можем поедать наш улов для ускорения прокачки, и я соглашусь с вами. Но нам в первую очередь нужно копить на прем, потому я решил накопить всю рыбу для поедания и скоростного перехода на ношение с 5 на 6 тир. Кто-то напишет в комментариях, что разницы никакой, но тут дело во времени и удобстве, субъективно. Мне проще стать и за раз все захомячить, чем во время ловли между выловами поедать рыбу или хомячить ее по другой методике, которой вы сможете поделиться в комментариях. Открыв 5 тир ношения, я взял 5 сет и вступил во фракцию, решив заработать немного налички. Отправившись ловить рыбу в 5 сете собирателя в провинции и районы с активным конфликтом, для того, чтобы подсасываться к зачистке лагерей. С них до сих пор неплохо подсыпает серебра, но все рандомно. Однако, не стоит забывать и про очки фракции, что дадут нам дополнительный заработок. Возможно, и не самый честный и галантный способ с подсасыванием к зачистке. Но разрабы не запрещают, значит смело пользуемся, ведь нам нужно накопить на первый премиум. А потом, после его покупки, можно уже будет и в благородство поиграть. Подарочный премиум на 3 дня выкладываем в банк и забываем про него до открытия 6 тира ношения сета рыбака. Поскольку прем значительно бустит рыбалку, активировать его лучше всего в тот момент, когда у вас больше всего будет времени и желания на игру и рыбалку в частности. Когда мне оставалось не так много до взятия 6 ношения, я устроился на бережку и стал неистово хомячить рыбку. Жаль, что без пенного кваса, чтобы не посчитали за скрытую рекламу. Но после появления тролляшек решил, что все же буду доедать уже в банке. Во время поедания рыбки мы можем пополнять ее количество в слоте, не отправляя ее на КД. Главное не опускать показатель рыбки в слоте до нуля и использовать одинаковую рыбу. Как только я достиг этапа, отправился на рынок, закупил 6 тир рыбака, журналы с наживкой и, конечно же, пироги. Вся подготовка, прокачка и закупка заняла у меня 8 часов и 4 минуты игрового времени. После чего мы имеем готового к заработку персонажа. Я решил еще немного побегать по регионам с конфликтом под фракцией, добив время до 10 часов, после чего отправлюсь во мглу для целенаправленной ловли дымчатого окуня, что довольно неплохо стоит на рынках городов. Как и говорил ранее, мгла бывает 5, 6 и 7 тира. 6 тир встречается довольно-таки часто, 7 встречал всего 3 раза и закрывается он довольно быстро, по отношению к более низким тирам. В 5 тире мы будем ловить примерно 15-25 минут. В 6 тире 10-20 минут, 7 тир минут 10-15. И в отличие от предыдущего теста, где мы ловили только в редкой мгле, я при помощи наживки ловил сразу же, не выискивая рыбных мест. Но тут можно немного схитрить. Находя рыбное место, мы ловим вначале вокруг него 3-4 раза, а после начинаем вылавливать сами рыбные места. Таким образом, увеличив количество забросов на одном месте, нам постоянно придется перемещаться и не выйдет стоять на одном месте. А иначе мы просто рискуем ловить бревна и камень Т1. Здесь сразу переходим к итогам, ведь сама по себе рыбалка однообразна и при ловле в желтых землях довольно-таки проста, а забавных случаев и вовсе не было никаких. Но прежде, одно важное дополнение. Подарочный прем я активировал после 10 часов игры на персонаже. Вначале ловим по одной рыбке, на 6 тире ловим уже 1-2 рыбки. При активации према сразу ловим 2-3 рыбки за раз, а при использовании пирога и по мере прокачки мастерки с ношением ловим и вовсе стабильно 3 рыбки. И тут можно затронуть еще пару полезных нюансов. При выходе из города на нас висит бабл, и при спешивании с маунта мы не сможем активировать огонек. Для перехода в мглу нам достаточно тронуть любой Т1 ресурс, и с нас спадет бабл, после чего мы сможем войти в мглу. Во время рыбалки в мгле возле водоемов нам будут попадаться клетки с запертыми в них светлячками. Обязательно спасаем их. Времени займет мало, зато за их освобождение нам будут давать мешки с серебром из журнала Альбиона. И мы будем зарабатывать репутацию города Брасилион. Не забываем спасать блуждающие огоньки. Времени займет не так много, но в награду дадут довольно много репутации города Брасилион, плюс все те же мешки с серебром в журнале. Закупать наживку можно с рынка городов, а можно закупить червей и бесплатно скрафтить наживку самому на кухне. Крафт наживки будет бесплатным, и в целом мы немного сэкономим себе серебра. И тут можно уже перейти к итогам нашего заработка. Отыграв на персонаже 23 часа и 50 минут, стоимость премиум аккаунта на данный момент составляет 28 миллионов 425 тысяч серебра. Я распродал сокровища с улова, а также выловленные предметы во время рыбалки. В итоге у меня получилось 391 тысяча серебра на балансе, сет на мне и наживка с журналами в инвентаре, а также улова заполненных журналов и сердец фракций на 13 миллионов 497 тысяч 875 единиц серебра.
И тут, предвосхищая ваши вопросы, дескать, бро, где 13 лямов и где 28? Но, братишки и сестренки, делая всего пару манипуляций, мы приумножаем наше состояние в 2 раза. Во-первых, я продам журналы и сердца сразу, без заказа на покупку для создания капитала. Вам настоятельно не рекомендую так делать и продавать их лишь по заказам на покупку по мере их заполнения, иначе вы потеряете довольно много серебра, как для начала. По первичной оценке я суммарно потерял 194 312 единиц серебра, просто на продаже журналов. Зато мы получили стартовый капитал в размере 3 миллионов 480 тысяч серебра. Всю сорную рыбу, как я считаю, по типу альбионского окуня, щуки и пятнистой форели, а также иногда и яркоперого судака, мы разбираем у скотобойни на разделанную рыбу, оставляя редкую именную рыбу по типу угрей и мглистого окуня. Далее, при помощи кухни и водорослей делаем соусы, что используют на крафт при зачаровании еды. Зеленые идут на первый зачар, синие на второй и третьи на третий. Я делал 3 захода, скрафтил всех понемногу, но сделал упор в основном на зеленые соусы. Далее поймете зачем. Даже если мы переработаем все соусы, у нас не хватит на прем, да и продаваться они сами по себе будут со скрипом, если честно. Но мы скрафтим все сами, используя кулинарию. Ведь для открытия ветки кулинарии нам не нужно покупать остров и растить что-то самим. Как только мы открываем первый узел доски достижений, нам становится доступно поглощение морковных супов для открытия 3-й мастерки кулинара, что и поможет нам увеличить вдвое цену нашего улова. Нам нужно купить 31 морковный суп и затем поглотить его на станке кухня. Как вы видите, на экране у каждого станка есть вкладка для изучения, в которой станок поглощает наши предметы и дает нам в обмен славу. Поглотив морковные супы, отправляемся в путешествие по городам, ища самые дешевые ингредиенты, после чего прыгаем с бычком в нужный нам город и пока едем к родному городу, закупаем все необходимое по дешевке. Вернувшись в родной город, крафтим зачарованные блюда из жареного дымчатого окуня 3 и 5 тира. Еще и прокачаем мастерки кулинара, повара до 54, а мастерку жареных блюд до 16 уровня. И все это без премиума. Если все вышепоказанные манипуляции будем проделать под конец 3-дневного премиума, мы еще больше увеличим уровень прокачки наших мастерок. По итогу, перекрафтив все и затратив на это 27 минут, у нас получилось 20 миллионов 394 тысячи 937 серебра товаром. 2 миллиона 250 тысяч 567 на балансе. И на нас одето 354 тысячи 880 серебра. Суммарно нам удалось заработать 23 миллиона 270 тысяч 384 серебра. Да, новым персонажам на прем за 24 часа не удалось заработать, к сожалению, но я все равно считаю это хорошим результатом. Ведь чем больше мы будем прокачивать рыбалку, тем больше рыб мы сможем ловить за раз. Тем самым в 8-м сете авалонской удочкой с мастерками мы сможем обеспечивать себе прем за 12-16 часов игрового времени, что довольно круто. Новым же персонажам, по моим подсчетам, на прем у нас выйдет заработать за 28 часов и 20-40 минут. Как всегда, я все продаю на рынках городов, а полученное серебро перевожу на аккаунт в виде золота. Самого же персонажа я удаляю и приступаю к тесту заработка на прем с нуля в несмертельных кораптах на охотнике. Пишите свои вопросы, предложения и дополнения в комментариях, а можем там с вами, как всегда, просто пообщаться или что-то обсудить. К примеру, свои предложения по заработку на рынке или дальнейшим темам для роликов. Как всегда, отвечаю на все комментарии. Оценивать же данную работу своим все продвигающим лайком или же нет, решать только вам, как и подписка на канал. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч!